приготовим с вами блюдо, которое украсит любой праздничный стол, которое будет полезно деткам. Оно не будет содержать никаких консервантов, красителей. Для этого нам понадобятся орехи, грецкий орех, фундук, сухофрукты, курага и изюм. И, конечно же, наши любимые орешки, вафельные орешки, которые мы будем наполнять этой смесью, и мед. Все ингредиенты мы перекручиваем через мясорубку. Перекрученные орехи и сухофрукты мы добавляем мед. Добавляем по вкусу, кто сколько любит. Орехи, курага, все это сладкое, поэтому меда, я думаю, достаточно 2 столовые ложки. Все это перемешиваем. И наполняем наши орешки. Эти орешки получатся у нас очень полезные. Они заменят любые магазинные сладости, так как вы это сделали своими руками. Здесь нет никаких красителей, консервантов. Можно также привлечь деток. Они с удовольствием вам будут помогать их изготавливать. Очень удобно то, что еще эти орешки на блюдечке у нас не падают, не катятся, они стоят красивенько. Сейчас мы их между собой склеиваем. Аккуратненько. И ставим все это на 10-15 минут в холодильник, чтобы они немножко остыли. Еще один вид орешков – это с любым кремом. Крем может быть заварной, белковый, со сгущенного молока, сливочный. Это может быть варенье. В данном случае у меня обычный крем заварной, которым мы сейчас начиним наши орешки. Берете орешек, крем и аккуратненько наполняете. И сделать можно такие мини-пирожные детские. Делается очень легко, быстро, удобно и вкусно. Чтобы наши орешки выглядели более празднично, мы их украсим. Украсим мы их листиками мяты. Мята вымыта, высушена. Можно украсить изюмом. Предварительно его тоже нужно вымыть и высушить. Можно посыпать какао. Наши орешки готовы. Можно ставить чай и звать всех к столу. Приятного аппетита! Еще один вид орехов – это традиционные орешки со сгущенным молоком. Мы помним это блюдо с детства, мы все его очень любим, поэтому советую вам его приготовить в домашних условиях с вафельными орешками фирмы Le Corne. Мы берем орешек, заполняем его сгущенным вареным молоком, кладем вовнутрь орешек. В данном случае я положила фундук. Можете положить грецкий орех, можете положить миндаль, на любителя. И соединяем две половинки. Вафельные орешки Le Corne очень хороши тем, что они имеют плоское донышко. Их очень удобно выкладывать на тарелочку. Они не будут по ней кататься, падать с нее, когда вы будете сервировать блюдо. Вот так быстро
И вкусно вы можете приготовить любой десерт из наших орешков буквально перед приходом гостей. Еще чем можно наполнить орешки, это можно наполнить их желе. Мы заранее готовим желе по рецепту, который указано на пачке, или так, как вы готовите желе. Даем ему немножко подстыть, чтобы оно уже не совсем было жидкое. Берем наши орешки и наполняем их желе. Очень легкий десерт. Я думаю, он понравится и взрослым, и детям. Не нужно орешки между собой склеивать. С желе, орешки с желе очень красиво и выгодно украсят ваш стол. Они стоят как в маленьких тарелочках благодаря плоскому дну. Поэтому никаких проблем, что желе стечет, не будет. Вафельный орешек очень универсальный продукт. Вы его можете сделать как сладкое блюдо, так и закусочное блюдо. Можете положить в него любой паштет, вы можете положить в него икру, вы можете положить в него суфле. Все, что вам захочется, вы можете сделать с этим продуктом. Поэтому пробуйте, экспериментируйте и празднуйте вместе с Леформой.